Так, должен работать. Все, система работает. Слава богу. Так, дорогие мои, с вами вновь это срочный выпуск. Срочный мой видео, моя запись срочная. Значит, Виктор Анатольевич на связи, киевский блогер-инвалид. В общем, сатанисты эти все вместе в сговоре. Россия, США. В общем, я так понял, что эти все мировые сатанисты запланировали, походу, нас тут доконать, наше все население. Походу, конкретно решили, шакалы паршивые. Довести людей, как говорится, до могилы. В общем, нас пугают, нам говорят, предупреждают, что атаки будут чаще, будут летать ударные дроны реактивные, баллистические ракеты. В общем, эти сатанисты решили, я же говорю, конкретно вот наше население потихоньку, так что называется, сокращать. Так именно, конкретными такими шагами, создавая проблемы в коммуникациях. В общем, ну вы поняли. Вот этот такой геноцид решили эти сатанисты нам устроить все вместе, совместными усилиями. В общем, как-то так вот. Россия у себя сокращает население, методом принуждения лиц мужского населения к войне с Украиной. В общем, идя, чтобы они шли сюда, убивали наших сограждан. Ну, в общем, вы поняли. Либо с той стороны, имеется в виду, не приходя на нашу территорию, пуская всякую дрянь, убивать наших граждан, калечить и разрушать наши, так сказать, объекты, наши здания. В общем, вот такой вот ужас, дорогие мои, я вынужден констатировать. Идет тотальный геноцид. Я же говорю, досиделись. Когда я говорил, выходите миллионами протестовать против этой войны, против этого геноцида. Я говорил, меня никто не слышал. Никто из местных меня не слышал и не слушает. А теперь что? А теперь мы под риском будем постоянно теперь. Теперь у нас будет жизнь русская рулетка не просто там, знаете, периодами. 2 через 3 суток. А теперь они могут устроить ежедневный нам ужас. Такой, понимаете, военными терактами. Вот и делайте выводы, в общем. Я все сказал, пусть каждый сделает выводы из местных. Что нам готовит эти сатанинская система? Что они хотят, шакалы эти паршивые, нам устроить? Понимаете? Вот такое вот творится. Дожились. Вот все, дожились мы, как говорится. Дожили до ужасов. В общем, теперь все понятно. Им нужно быстро хозяевам сократить население здесь, зачистить территорию, нашу землю, для других господ, для других лиц. А мы лишние на этой земле. Понимаете? На своей земле мы лишние получается. От нас нужно избавиться, от населения местного. Понимаете? Вот они и решили устроить вот такой террор военный. В общем, вот такой вот ужастик. Вот такой вот лютый трэш эти сатанисты мировые задумали. Ну, в общем, делайте выводы. Сейчас мы часто вот так теперь вздрагиваем от взрывов за окном наших домов. Ну, кто такие, как я, которые инвалиды, больные люди, не в состоянии сами никуда дальше дома пойти. А возить таких, как я, никто бесплатно не будет, я подчеркиваю. Увы, к большому сожалению. А я сам не в состоянии. Ни по деньгам на такси все время не разъездишься. И вообще до укрытия, до метро ближайшего далеко. Если бы близко было к дому, допустим, рядом, то не вопрос, может я бы ходил бы как-то. Своим костылем, как-то с трудом. А так, не могу. Это далеко для меня. Я физически туда не доберусь, я уже объяснял. До укрытия не доберусь ближайшего. Ни за 5 минут, ни за 10 и ни за полчаса. Мне надо больше. Мне надо минут 40-50, чтобы туда добраться. Чтобы вы понимали, и то не факт, что я смогу сам своими ногами добраться, потому что я человек больной, мне ноги больные. Я не могу много ходить долго. Не могу. Могу упасть и в общем все, короче. Поэтому мне нужно возить, сопровождать, возить. Это проблема, сами понимаете. В общем, такие как я, большая проблема для некоторых лиц, которые, по идее, должны этим заниматься, но они не занимаются этим по факту. Шакали паршиві. Реальний Київ, Україна протягом дня 27 серпня із 7:00 по 19:00
Да я понял уже. Они уже используют больше 100, зараза. Больше 100 дронов могут использовать, ударных. Россия может использовать. Ну, в общем, вы поняли. По одному региону Украины. Ну, чтобы вы понимали, сколько они могут по Украине использовать этих ударных дронов за один раз, как говорится. В течение часа, допустим. Ну, как-то так. Вам просто для понимания ситуации. Ничего хорошего. Я не выключаю смартфон, сейчас не ставлю на беззвучный режим, потому что нужно следить за ситуацией, как говорится, там, за окном, понимаете, да? Поэтому не отключаю, я так отключаю. Вообще-то я отключаю, стараюсь отключать, но сейчас я не отключил. В общем, такие вот дела. Ничего хорошего не происходит. Деньги я с трудом смог собрать на пятницу, на завтра. Соцработница придет, мне сделает закупку в местном магазине. Если будет все, что нужно. Потому что эти шакалы, эти сатанисты устроить нам хотят голод. Голодомор нас хотят, твари, устроить. Плюс ко всему, представьте себе, атаки террористические военные. Плюс нехватка продуктов. То есть, вот это что они планируют? Плюс проблемы хотят с электрикой устроить, с водой, со всем. Вообще нас, я же говорю, конкретно загнать в могилу всех. Особенно таких больных людей, как я. Вот эта сатанинская система. Вот что они задумали. Представляете? Да, вот такой вот ужас. Так что делаем выводы. Но я не знаю, как здесь можно спокойно сидеть, наблюдать за вот этим всем беспределом, что творится. Вот все, домолчались, сидели, молчали. Когда я призывал выходить на протесты массовые, никто не вышел, никто ничего не сделал, выводы не сделали. Вот теперь будем мучиться, страдать. Но я не знаю, я сказал, я буду орать, буду шуметь, я буду свои права добиваться. Я сказал, что я не согласен с этим геноцидом, с тем, что эти сатанисты задумали. Я против этого всего, войны, геноцида, всей этой дьявольщины. Я против категоричности. Категорически, неприемлемо это. Я не буду с этим соглашаться. Я буду шуметь так, что дурно будет всем сатанистам этим вонючим. На весь мир буду шуметь. Как нас хотят уничтожить здесь. Я молчать не буду. Я буду делать все возможное, чтобы прорываться в информпространство, доносить реальность вещей здесь, что у нас в Украине, в Киеве творится. Как-то так вот. Если у меня не будет покоя. Стабильности нет в жизни, хотя бы покой дайте, сатанисты подлючие мне. Чтобы я спокойно в своем доме был, без стрессов всяких. Я уже столько таблеток принял, зараза. Сегодня 11 тревог было воздушных. Недавно, последняя вот одна недавно была. 11 тревог, вы вдумайтесь только. Ёб твою мать. И уже на нервах так, что капец, у меня уже нервы на пределе. Уже наглотался столько успокоительных таблеток этих. А у меня они же не резиновые, они же имеют свойство заканчиваться. А нужно, значит, деньги на эти таблетки, обезболивающие, успокоительные. В общем, вот что творится, дорогие мои. Я человек больной, мне нужен покой. Вот что творится, какой ужас. В общем, вы поняли, какой ужас, какое безобразие творит эта сатанинская система. Походу, договорняк конкретный же, договорились там, как нас здесь быстрее свести всех в могилу, уничтожить поскорее. Вот такой вот ужастик. Не дают жить, твари паршивые, выродки сатанинские. Не дают на своей земле жить нам спокойно и стабильно, я повторюсь еще раз. Вчера я об этом говорил, и позавчера я в своих видео об этом повторял не раз. Повторюсь еще раз и в этом видео. В общем, делаем выводы. Я сегодня долго говорить не буду, потому что у меня время, у меня есть дела еще, другие планы. Мне еще надо видео успеть это залить на YouTube, загрузить. И чтобы оно, и потом еще попозже распространить, когда оно загрузится. Мне нужно много чего сделать. В общем, планов есть достаточно. В общем, не знаю. Таким, как я, очень тяжело. Тяжелее, чем здоровым, которые могут выйти своими ножками спокойно, пройтись в укрытие, там куда-то могут добраться. А таким, как я, очень сложно. Вот такие вот дела печальные. Так что я рискую хорошо, очень солидно рискую. Такие, как я, мы рискуем, инвалиды, которые не мобильные, вы понимаете, да, то есть, которые сами не могут никуда самостоятельно выйти, выехать. Для нас это целая проблема, для таких больных людей, как я. Это большая проблема. И деться, по сути, некуда. Либо в коридор, на крайний случай, за квартиру, в коридор между квартирами. Ну, вы же понимаете, это такая себе,
выход такой себе, такой вариант, знаете, такой себе, я бы сказал так. Ну, в общем, вы поняли, что я хотел сказать. В общем, ужастики творятся у нас. Все, я вижу, смотрю, все, у этих сатанистов четкий план. Издеваются над нами, над населением, над людьми, мотают нам нервы по полной программе. В общем, вы поняли. Все, жить нам не дают. Все, походу не дадут нам эти сатанисты подлючие, эти выродки. Это нечисть вся поганая. Реальний Київ, Україна, Димирка. Что не дадут шакалы паршивые нам жить спокойно на своей земле. Не дадут. Вот такой вот ужас, дорогие мои. Реальний Київ, Україна, Димирка. Да хватит уже, я услышал. В общем, вы поняли, что творится. Ничего хорошего нет, не происходит. Я еле смог свои средства вот себе на пропитание собрать. Вчера я рассказывал, что ищу средства. Мне помогли сегодня там. 2 людей мне понемножку, немножко небольшую сумму мне на карточку скинули. Ну, на завтра будет на закупку, а на следующий раз не знаю. Опять снова нужно будет собирать эти копеечки, чтобы мне люди помогли. Снова просить помощи, чтобы выжить на пропитание себе. В общем, вот такой вот ужастик происходит. Я не знаю. Ну, я говорю, что я молчать не буду. Я буду шуметь и требовать, чтобы этот геноцид прекратился. Чтобы эта война долбаная прекратилась, чтобы такие, как я, не страдали. И буду шуметь и разоблачать эту всю сатанинскую систему. Всю эту шваль нечистую. Гаденышей этих подлючих выродков сатанинских. Которые не дают жить нам спокойно. В общем, вы поняли. У нас забрали, мало того, что стабильность в жизни забрали. Вы поняли, в каком смысле? В материальном, финансовом, такие как я, забрали и стабильность. Ну и теперь и покой забрали. То есть спокойствие в жизни тоже забрали. То есть у нас все отняли. И теперь в итоге нас обрекают на страдания, мучения, на стрессы постоянные. И на риск жизни. Ну вот как-то так, дорогие мои. Вынужден констатировать печальный факт. Ну все, мне добавить уже нечего. Я не знаю, выйду ли я в очередной раз, в следующий раз в эфир или нет. Буду живой, выйду, как говорится. В общем, вот что творится, дорогие мои. Делаем выводы. Местные это выводы уже сделали некоторые. Но у нас еще есть местные, которые не хотят головой думать. Не хотят соображать, не хотят здравомыслие включать. Не хотят, в общем, вы поняли. Делать выводы здравые не хотят. У нас есть люди, которые, к сожалению, разучились думать напрочь. Они живут местными СМИ. Ну, вы поняли, пропагандой местной. И все. И верят в то, что говорят им. Скажем так. С различных официальных источников. Но я вам говорил, что я не доверяю официальным источникам. Потому что они врут часто, перекручивают. Ага, все. У меня уже зарядился смартфон. Надо будет все сейчас выключу. Ага, спасибо. Все. Так, зарядился. Молодец. Зарядка отключена. Да, я знаю. Спасибо. В общем, ситуация вот такая печальная. В общем, я все рассказал, добавить уже нечего. Видите, у меня сегодня будет короткое видео. Я рассказал вкратце вам, что эти сатанисты задумали дальше творить на нашей территории. В общем, нас обрекают на ужастик, я бы сказал. Просто-напросто, как бы это сказать, на большой риск жизни и здоровья. В общем, во всех смыслах, в общем, вы поняли. Вот такой вот ужас. Все. Походу, закончился тот период, когда можно было спокойно, нормально проводить время. И днем, и вечером, и ночью. Теперь они решили нас терроризировать. В общем, целый день считайте, что в течение дня. Как-то так. Вот такой вот ужастик происходит, дорогие мои. Ну что я могу еще добавить? Мне уже добавить нечего. У меня только большой гнев внутри на это все, дьявольщина. На то, что творится. Да отстаньте мне, не до вас. Сейчас не до вас. В общем, как-то так. Все, я заканчиваю. Не знаю, как оно дальше будет, чем оно все это
обернется, скажем так, на будущее. Хоть бы прожить этот день, эту ночь следующую. Вот. Хоть бы прожить, дожить до завтрашнего дня, как говорится. Ну, в общем, вот так вот. Вот такие вот у многих из нас здесь местных жителей Украины, Киева, вот такие вот цели теперь. Такая задача теперь стоит. Молимся Богу, чтобы дожить до завтрашнего дня, чтобы Он сохранил. Ну, я, по крайней мере, так делаю. Я молюсь, ну а что делать? Другого выхода в моей ситуации просто нет. Когда эти атаки происходят, я молюсь. Потому что здесь по-другому никак. В моей ситуации никак. В общем, вы поняли. Вот такая вот печальная ситуация сложилась. Ну все, они и шли. Вот видите, достаточно долгое время они шли к этому ужасу всему. И теперь нас начинают потихоньку, как говорится, готовить к ужасу. В общем, к условиям, в которых... Реальний Київ, Україна, столицю накриває густий дим. В общем, какой густой дым. Вы что там пишете, ужас? Ну здесь нету, может где-то дальше там есть. Может я не вижу просто, я же плохо вижу. Может быть поэтому... Ну не знаю, какой там густой дым. Я ничего не слышу и не вижу ничего. Может там где-то в другом соседних, каких-то других районах там может и быть, я не знаю. Я ничего не слышу, не вижу. Никакого запаха ни плохого, неприятного нет. Обычный свежий воздух. Странно. Чего они пишут? Что это за ужастик? Не знаю, вот я нюхаю. С нюхом у меня все хорошо, слава богу. Как и со слухом. Это у меня четко все. Я очень чувствую, когда, знаете, плохой запах неприятный, я очень чувствую. Четко очень. У меня на это все, ну, вы поняли. Развито хорошо. Коментарій правий. А ти... В общем, вы поняли. Да мне сейчас не до этого, потом. Реальний Київ, Україна, Вишгород. А, Надіслати новину Равлик Ой, новості Нижні пана підкреслення забать. Києва Нижні. Ладно, все. Давайте буду заканчивать, потому что это будет тема сейчас долго тянуться. Я буду так отвлекаться, и это будет уже не та тема, не тот разговор будет уже. Понимаете? Опять дрянь какая-то там полетела. Ударный дрон, походу, этот. Реактивный, походу. Опять там полетел. В общем, вы поняли, что творится. Это таким образом, ну, официальная версия такая, что, ну, неофициальная, ну, скажем так, многие наши местные блогеры, там, разные журналисты, в общем, эксперты склоняются к тому, что таким образом Россия вместе с США, договорившись, так сказать, тайно, решили вынудить Реальний наше Київ, Україна, руководство, Оболонь. вынудить наше руководство к тому, чтобы наше руководство подписало уже на установленных между Россией и США условиях по Украине, по нашей стране, что подписали, наше руководство подписало вот то соглашение, какое они уже выработали, эти так называемые, ну вы поняли, 28 пунктов мира так называемых. Вы поняли, да? Так что, ну, короче, такая себе ситуевина, я бы сказал. Не ахти. Они теперь нас будут так вынуждать, ну, не нас, имею в виду наше руководство. Но мы что простые граждане этой страны, этого города, мы что будем страдать и рисковать своими жизнями. Не эти упыри. Они будут в бункерах, в хороших бункерах, хорошем защищенном, в хороших условиях безопасных. А мы будем рисковать, вот такие, как я, будут рисковать своей жизнью. Понимаете, да? В общем, как-то так. Вот такой вот ужастик. В общем, ничего не меняется за историю всю. Можем понаблюдать похожие ситуации. Ничего особо не меняется. Большие люди наверху воротят свои дела, решают свои вопросы. А обычное простое население, то есть низы населения, мы, народ, то есть, страдает. В общем, как-то так. Ну, думаю, выводы делайте сами. В общем, не знаю, как оно дальше будет, но все идет к нехорошему. Я чувствую, что это все может закончиться довольно, ну, трагически, печально, если, не дай бог, не будет надлежащих цивилизованных условий, коммуникация, не дай бог, пропитание, то я ж просто загнусь. Мне же это верная смерть.
Я же не вытяну без еды, без условий надлежащих, без воды. Я просто не смогу, я не выживу просто-напросто. Для меня это будет верная смерть означать. Понимаете? То есть это все, это мне конец, считайте, будет. И таким, как я. А нас же такие, как я, ну, миллионы нас. Я же не один такой, если по всей стране взять. Нас много таких, достаточно. Реальний Київ, Україна, Шуля. В общем, как-то так. Не хватало, чтобы эта дрянь еще сюда прилетела. В общем, вы поняли, что творится. Как нас хотят загеноцидить. Как нас хотят загнать в могилу. В общем, уничтожить. Довести до могилы. Думаю, я объяснил, ну, коротко, четко, ясно, все. Мне уже добавить нечего. Я очень расстроен, разозлен на это все, раздражен этим всем, что творится. Не согласен, что это творят сатанисты вонючие, что они против нас замыслили. Категорически в корне не согласен с этим всем, не приемлю это все. Я молился против этого и молюсь против этой дьявольщины всей. В общем, как-то так, дорогие мои. Не знаю. Все, я буду заканчивать, тем более начинает темнеть уже за окном. В общем, как-то так. Если что, я постараюсь выйти, даже со смартфона, рассказать, но уже вкратце. На смартфоне я много не смогу рассказывать. Нужно будет только вкратце, получается. Насколько это возможно в моей ситуации, вы же понимаете. В общем, все, дорогие. Делаем выводы. В общем, я не знаю. Мои лозунги стандартные. Нет войне. Стоп геноцид. Вот мои лозунги. Реальний Київ, Україна у Деснянському. Егова Бог над нами и враги под нами. Да и аминь. Я верю, что настанет конец этой всей сатанинской системе, с ее террором этим, с этим всем ужасом, геноцидом этим, настанет конец однажды. И она сгорит в вечном синем пламени. Вся эта нечисть горит в вечном синем пламени, кто мешает нам жить спокойно. Егова Бог своим Сыном Иисусом Христом, они совершат суд свой над этими всеми неверными, этими всеми нечестивыми. Они все погибнут в огне вечном пламени. И мы, праведники, будем жить на земле. Но это когда это будет? Вопрос же, когда это будет? Это же мы не знаем, когда это будет. Вот в чем дело. Как-то так, все, я буду заканчивать. Реальний Київ, Україна, Жуляни. Да что ж такое, ты посмотри, ну не дают, ты посмотри. Что значит не отключать? Вот что значит не отключать, видите, звуковые во время видеозаписи. В общем, все, буду заканчивать. Будьте все благословенны, молитесь за меня, за мои финансы, за здоровье. Молитесь за то, чтобы у нас в Украине закончился этот геноцид, эта война проклятая закончилась, чтобы вопрос как-то разрешился здравым путем, без риска в жизни населения, то есть нас, простых людей. В общем, как-то так, дорогие мои. Ну, попрощаюсь, конечно, с вами, а там дальше посмотрим, как оно будет. Выживу, слава Богу. Выйду в эфир, как говорится. В общем, моя жизнь в руках Еговы Бога, поэтому я особо не переживаю за свою жизнь. Я знаю, что если и умру временно, то через некоторое время все равно оживу, воскресну из мертвых и буду жить уже в вечном раю. Ну, в общем, как-то так, дорогие мои. В общем, вы поняли, что творится. Я вам все описал, все, мне уже добавить нечего. Делайте дальше сами выводы. Каждый из моих подписчиков, у меня, я думаю, надеюсь, у меня разумные подписчики, они сделают нужные выводы. В общем, как-то так, дорогие мои. Печально все, но ну как есть, как рассказал, как есть. В общем, если что, я выхожу в эфир и начинаю рассказывать. Если что-то вдруг такое ужасное, там совсем, и я живой, целый, невредимый, то я выхожу и рассказываю, как проходит этот весь ужас дьявольский. Если останусь живой, как говорится. Ну, в общем, вы поняли. После атак этих. В общем, вы поняли ситуацию, что творится. Все, молимся за мир в Украине, за то, чтобы все же с этим всем дьявольским явлением 22 градуса, 2 метра. было покончено раз и навсегда на нашей земле. В общем, да и аминь. Все, я заканчиваю.